Всем привет, это опять я. Сейчас вот такой не очень обычный ночной антураж. Дело в том, что пришло время мойвы. Сейчас то время как раз, когда мойва подходит к берегу на нерест. И это самое время для ее добычи. Ну, если вы заметили, в магазине вся мойва исключительно с икрой и с молоками. То есть ее ловят только во время нерестовых скоплений. И это, не рыбалка, это добыча. Потому что я это буду делать с сачком. Оговорюсь сразу, сачок это полностью легальная вещь. В правилах рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна так и указано, что для мойвы есть разрешенное орудие добычи, это сачок. Все вокруг, вот спокон веков, сколько я помню, всегда мойву, собственно, так и ловят. На удочку она не ловится, сачок это как раз просто, быстро и удобно. Сейчас вот сидел у костра, ждал пока стемнеет. Вот уже такая темнота навалилась. Пора проверять, подошла ли к берегу мойва, потому что она чует темноту и как стемнеет, подходит прямо вот в линию прибоя. А вот, собственно, и в воде бегает мойва. Вот прямо возле моих ног сейчас толпится. Вон она. У нас, правда, слово мойва почти никто не использует. У нас все говорят уёк. Ну и уёк также, насколько я знаю, что и в Магадане, и на Чукотке. То есть уёк, скорее всего, это название каких-нибудь коренных народов, которые испокон веков жили на этих землях. И вот, скорее всего, слово уёк пришло от них, хотя я точно доподлинно не знаю. Но вот сейчас вот этого уёка тут, вот он. Полным-полно. Ну что, пришла пора браться за сачок. Она что-то тут вокруг меня стала толпиться. Пора за сачком. Последние лет 10 мойва приходит. Ну, я вот со своего детства помню, что мойва всегда приходила в начале мая. Сейчас мойва приходит уже в конце марта. Мойвы стало больше. Вот в моем детстве ее было меньше. Мойвы стало гораздо больше. Приходит, получается, почти на месяц раньше, но мойва не такая жирная. Вот. Я раньше помню, она была существенно жирней. Ее даже было очень трудно вялить, потому что она постоянно текла жиром. Бегает. Она всегда текла жиром и не давала себя нормально завялить. Сейчас я ее вялю достаточно спокойно. Она повисела, высохла, завялилась. Все хорошо. Так что что-то изменилось так, глобально. Вот она бегает. Мойвы стало больше, приходит раньше, но тощая. Хорошо или это плохо, меня, честно говоря, не сильно интересует. Есть и есть. Сама ловля очень простая. Заходите в море, вот у вас сачок и фонарик. И светите фонариком в воду, вон я вижу уже мойву. Ее, правда, пока мало, маленькие стайки. И светите в море в поисках мойвы. Если видите, черпаете сачком. Вот они плавают, вот рыбешки, но это одиночные, за ними не хочется охотиться. Хочется дождаться стайку. Так, одиночные. Где же стая? Ух ты! Вот это сразу очень хорошо завел. Много мойвы. Опа-на. Так. По дороге подхватил. Вот здесь у меня на берегу ящик. К ящику я подхожу и сгружаю улов. Вот уже тут донышко закрыто.
Вот, с очередным уловом. По многу рыбы не попадается. Хожу, скажем так, собираю по чуть-чуть. Ну, сейчас вот вообще даже получилось зачерпнуть с галькой. Вот как-то очень не хочется эту гальку выкидывать. Так. Рыбка шикарно пахнет огурцами. Пахнет свежими огурцами. Я себе тут развел костер из плавника, чтобы периодически подходить погреться. Но в итоге бегаю за мойвой. Честно говоря, не сильно-то и замерз. Разве что с очком только первые полчаса махать легко. А вот все остальное время сачок, конечно, тяжеленький. Дает о себе знать. Право, лево, вверх, вниз. Руки устают. Красиво вот так вот у костерка. У костерка ночью греться. Это плавник, то есть дрова, которые выбрасывает море. Они всегда вот такого вот белого цвета и всегда очень хорошо горят. Вот она. Вот она. Так. Неплохо зачерпнул. Так, что, разбегается? Разбегается. Так. Вот опять. Так, вот она. Ах ты. То ли фонарика боится, хотя вроде не должна. То ли вот как-то мои шаги слышит, как сачок в воду плюхается и разбегается. Но это обычно я все списываю на то, что только начало ночи, только вечер. Она еще шуганая. О. Опа-на. О. Это хорошо, сейчас зачерпнул. Так, оп. Так вот. Вот так вот. Так вот. Так. Сейчас вот хорошо зачерпанул. Вот она. Вот она. Так. Ну, уже чуть лучше черпнул. Уже чуть лучше. Так, вот она. Так. Вот тя-тя-тя-тя-тя, какая побежала. Ну же, мойвы, где вы? Ай ты, проворонил стадо. Вот она плывет. Вот она. О, сейчас вот хорошо зачерпнул. Ну-ка. Вот ее много разрозненной толчется. Давай, соберись одна в клин. Вот она. Ну, мало-помалу бокс наполняется. Ну, здесь уже так штук, наверное, 300 лежит. Мне нужно вот этот полный бокс наполнить. Тогда, я думаю, в принципе, на все хотелки хватит. Хотя не исключаю, что случится как обычно. В город приехал, тех угостил, этих угостил. Туда рыбки занес. Хопа, и нету ничего.
И опять едешь. Но здесь есть одно приятное. Мне нравится это делать. Мне нравится ловить рыбу. В том числе даже и вот таким вот дедовским дремучим способом. Уёк почувствовал ночь и что-то разошелся. Вот, пожалуй, мой самый жирный замет за сегодня. Прям много. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, родной. Давай. Красивый, серебряный. Пахнет огурчиком. Ну, огурчиком пахнет много кто. Там у нас на севере, допустим, хариус чуть-чуть огурчиком пахнет. Сик пахнет огурчиком. Зубатая корюшка пахнет огурцом. Малоротая корюшка пахнет огурцом. Вот мойва тоже. Ну, она, правда, не прям вот такой сильный, как у корюшки. Но тоже вполне себе явственный запах огурца. Уже первый час ночи. А я уже сделал норму по уйку. Очень красивая рыба. И в отличие, допустим, от корюшки, он так странно устроен, что у него вот здесь вот по боку какие-то, ну не знаю, бахрома какая-то, как плавники какие-то. То есть он в сечении получается такой ромбовидный, не совсем обычный. Очень красивая рыба. И в воде, ну это возможно самки и самцы, самки и самцы, он различается по цвету. Вот у кого-то вот там темная спинка, а у кого-то светлая спинка. Ну да, вот сейчас взял со светлой спинкой, самка чувствуется, да. И у самки нет вот этой вот бахромы вдоль тела. У самки просто вот все гладенько. Самец получается вот такой вот. Ну вот на дворе день, значит время для говорящих рук. Надо переработать все вот эти вот дикие объемы мойвы, потому что ну так-то вот этот вот контейнер, ну в нем было ну сколько, ну килограмм, наверное, может 25-30, не знаю сколько. Все это перерабатывать довольно долго и муторно, и один из способов – это так называемые шпроты. Рецепт я уже много раз описывал у себя на канале, сейчас повторяться не буду. Часть мойвы, в основном самцы, завялены, то есть я их немножечко подсолил и развесил на вешалах. Часть заморозил на наживку креветки, часть заморозил для жарки свежей. И вот, видите, вот из банок вот такая вот. Это я уже, собственно, приготовил вот готовый консерв. Это чисто самки. Вот я вот делал шпроты чисто из самочек. Вот здесь вот уже остыла шпрота, а это вот только-только достал из духовки. Берется такая вот мисочка-контейнер и щипчиками наполняю. Со шпротами дело сделано. Осталось совсем немножко рыбки, которая уже просто никуда не помещалась. Но вся эта рыбка, вот икра вываливается. Вся эта рыбка это самки, у которых полное брюхо икры. Поэтому я не нашел ничего лучше, чем просто поджарить ее. Надо немножко муки туда. Так, совсем чуть-чуть, чтобы масло не брызгало. Она уже соленая, поэтому даже солить не надо. Ну, то есть я ее подготавливаю для шпрот, подсаливаю сначала. И вот так вот перемешать. И выкладывать на сковородку. Ну вот и готова мойвочка. Я, честно говоря, горяченькая. Я, честно говоря, не особый любитель жареной мойвы. Мойва наилучшая все-таки в шпротах. Но раз в год
свеженькой поесть в охотку я только за. Вот первым делом все-таки икорка. Икра у нее, конечно, бешеная на вкус. Вот такими вот шматьями огромными в маленькой рыбке. Супер просто. Просто супер. Всем пока-пока. До свидания.